Всем привет! Вы на канале Даша Техник. А сейчас я вам расскажу про новинки автомобильной промышленности, которая была представлена на форуме «Армия-2024». А в руках у меня настоящий трудяга, которого я, кстати, часто вижу на улицах Подмосковья. Поехали! Грузовик ГАЗ-С41 А23 Садко Next 4х4 с бронированной кабиной от РЗС, он же Штурм, это новинка форума «Армия-2024». Нынешняя модель является наследником ГАЗ-3308 Садко. Не столь известна как Шишига, но также широко применяется как Гантрак. У этой модели уже носатая кабина, которая более практична, чем бескапотный ГАЗ-66. Идея сокращения длины шасси за счет капота себя не оправдала, причем уже не в первый раз. Вместо того, чтобы плодить очередную бронемашину, на шасси Садко Next на АРЗ просто взяли и сделали для данного шасси бронированную кабину. Такой подход заметно упрощает процесс возможного запуска машины в серию. И, собственно говоря, сама машина серийная. И дело остается за малым – запустить в серию сами кабины. Помимо салона защищается также капот, а также топливные баки. И, в общем-то, это джентльменский набор, необходимый подобным машинам на линии фронта. За счет броневой защиты снаряженная масса бронированного Садко Next возросла. Собственно, грузоподъемность снизилась с 3 до 1,8 тонны. Впрочем, все прекрасно понимают, что машины с такими бронированными кабинами созданы совсем не для того, чтобы возить мешки с картошкой. Как правило, подобное исполнение подразумевает использование в качестве носителя вооружения. Именно так позиционируются предшественники Штурма. А в целом Штурм выглядит как достаточно зрелое, а самое главное, довольно простое изделие, которое вполне может стать серийным образцом. Самое главное, что это именно бронекабина в заводском исполнении, а не очередная модернизация, которая потребует переделки шасси. В экспозиции КАМАЗа, развернутые на выставочной площадке форума «Армия-2024», демонстрировались востребованные в военной сфере образцы спецтехники, включая перспективное семейство бронированных автомобилей АМНБ. Оно было разработано инженерами КАМАЗа для подразделений, выполняющих задачи непосредственно в зоне боевых действий. Так на стенде был представлен бронированный автомобиль многоцелевого назначения с кабиной повышенной вместимости и бортовой платформой КАМАЗ-4385ПВ, он же АМН БПВ 4х4. Среди его преимуществ – баллистическая защита личного состава и противоминная защита, боестойкие колеса, обеспечивающие возможность движения при боевом повреждении колес до 50 км, и также имеется возможность установки противокумулятивных экранов. И также на выставке можно было ознакомиться и с другими модификациями модели бронированного автомобиля многоцелевого назначения с бортовой платформой и с опорно-поворотным кольцом, а также с бронированным автомобилем с бортовой платформой и с люком. Такими же преимуществами, как у КАМАЗ-4385ПВ, обладает и другой экспонат, также являющийся представителем нового семейства. Это бронированный автомобиль многоцелевого назначения для перевозки опасных грузов КАМАЗ-5385ПЗ или же АМНБ ДОПОК 6х6. При этом в нем предусмотрена как защита перевозимых грузов, такие как ракеты или боеприпасы, так и основных узлов и агрегатов. Помимо этого на стенде была представлена модель КАМАЗ-5385ДК с двухрядной кабиной. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Техник. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. И открывает экспозицию стенда «Урал» знаменитая трехтонка времен Великой Отечественной войны ЗИС-5В. И в этом году первый уральский автомобиль отметил свое 80-летие. Я напомню, что 30 ноября 1941 года Главный комитет обороны принял решение об организации в МИАСе Челябинской области автомоторного и литейного производства на базе эвакуированных цехов Московского автомобильного завода имени Сталина, а позже МИАСский автомобильный завод был переименован. А 8 июля 1944 года с конвейера сошел первый уральский автомобиль, и уже в конце июля первая партия ЗИС-5В была отправлена на фронт. А также автомобильный завод «Урал» знакомит посетителей форума с линейкой транспортных средств, предназначенных для эксплуатации в районах Крайнего Севера. И на этот раз на стенде автозавода представлен уникальный арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем.
Арктический автопоезд является колесным транспортным средством высокой проходимости, включающим в себя тягач с использованием агрегатов автомобиля «Урал» и транспортируемым модулем с активным приводом. Транспортное средство повышенной проходимости может быть использовано для создания передвижных функциональных комплексов, медицинских, учебных или же общественного питания там, где слабо развита структура подобных учреждений. Также его можно использовать для монтажа и обеспечения подвижности специального оборудования при выполнении производственных задач на местности в условиях низких температур до минус 50 градусов по Цельсию. Вездеход предназначен для эксплуатации по зимникам, ведомственным и технологическим дорогам. В России много компаний, работающих в условиях Крайнего Севера, где зимники порой являются единственной дорогой жизни, а при неблагоприятных погодных условиях этот путь становится недоступен. Наша разработка является уникальной в своем роде, и она предназначена для транспортировки функциональных модулей, специальных объектов, способных нести на себе спецоборудование, например, медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты проведения медосмотров или мобильные центры вакцинации. И это слова генерального директора автозавода «Урал» Павла Яковлева. И также автозавод «Урал» показал двухосный грузовик «Урал-43-206» в арктическом варианте с обновленной кабиной. А еще автозавод «Урал» показал понтонное звено на шасси семейства «Торнадо». Раньше такие установки монтировали на шасси КРАЗов. Но, как известно, Кременчугский автозавод давно мертв. И даже если бы он был бы и жив, то поставлять свои грузовики в Россию он вряд ли бы решился. Так что благодаря работникам из МИАСа у нас есть полноценная замена кременчугским гигантам. И обратите внимание на дополнительную защиту на дверях кабины. Перед вами бронированная версия эвакуатора на шасси «Урал», и машина предназначена для оказания помощи водителям в устранении неисправностей автомобилей семейства УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, МАЗ и КАМАЗ, а также вооружении военной техники на их базе, для заправки их топливом и маслами и спецжидкостями, а также для вытаскивания застрявших и установки на ходовую часть опрокинутых машин, и для транспортировки неисправной техники массой до 12 тонн в полупогруженном положении, в том числе с поврежденными ходовой частью и рулевым управлением, и на жестких буксирах без водителя в буксируемой машине. На форуме также показали и машину на шасси трехосного бескапотного «Урала». Тягач со специальными прицепами для бронетехники проходит предварительные испытания. Новинка предназначена для транспортировки тяжелой бронетанковой техники на большие расстояния. Дело в том, что передвижение военной техники на гусеничном шасси в ряде случаев весьма фатально для автомобильных дорог. И опять же, это передвижение ресурсозатратно и не отвечает требованиям по мобильности. Поэтому наиболее оптимально выглядит вариант с использованием сидельного тягача со специальными полуприцепами для бронетехники. Сидельный тягач Урал-64 706-03-11 с бронированной двухрядной кабиной предназначен для буксирования полуприцепов полной массой до 52 тонн по любым типам местности и дорог. МКС. Первые машины поступили в феврале 2021 года на вооружение отдельного инженерного батальона, расквартированного в Курской области. Техника способна решать широкий круг задач и отличается высочайшей маневренностью и проходимостью. И достаточно сказать, что она способна вести буксировку неисправной военной техники массой до 38 тонн со скоростью, превышающей 30 км в час по пересеченной местности. Возможные методы транспортировки – это буксирование, полупогрузка и вытаскивание. Конструкторы предусмотрели не только возможность использования РМКС в качестве эвакуационного тягача и буксировщика. В специальном бункере, расположенном за кабиной экипажа, размещена укладка инструмента и запасных частей, что позволяет выполнить несложные ремонтные работы на месте возникновения неисправности. А в качестве базового шасси используется конструкция Брянского автозавода БАЗ-69-10-021, которому присвоено собственное имя – Вощина. А это новенький рестайлинговый КАМАЗ-65-221 с бронированной кабиной. Новая машина стала откровенно лучше своих предшественников с внедорожными характеристиками за счет односкатных шин задних мостов
и машина уже изначально предназначена для транспортировки полуприцепа с низкой нагрузкой по улучшенным грунтовым дорогам, но в остальном это во многом тот же 65-225. И при этом иногда встречается информация, что 65-221 способен перевозить полуприцеп полной массой до 70 тонн. Откуда такой прирост показателей на 6 тонн относительно предыдущей модели, при том же двигателе, что и у шоссейного тягача, не очень понятно. А это мастерская ремонта и технического обслуживания с бронированной кабиной МРТО АТБ. Мастерская предназначена для обеспечения наиболее трудоемких работ номерных видов ТО, войскового ремонта на готовых агрегатах и узлах, текущего ремонта основных агрегатов и узлов, основных составных частей современных и перспективных образцов техники в полевых условиях в любое время года и суток. Санитарный автомобиль АС-4350 на базе двухосного Урала. Данный автомобиль также предназначен для эвакуации раненых в зоне боевых действий и при чрезвычайных ситуациях в мирное время. Существует варианты санитарного автомобиля и автоперевязочного пункта, в котором можно оказывать первую медицинскую помощь в зоне боевых действий. При размерах, сопоставимых с линзой, за счет вместительного небронированного кузова фургона обеспечивает транспортировку большого числа раненых. В кузове можно перевозить до 15 раненых, и в том числе 9 человек на носилках, а еще 2 места расположены в кабине автомобиля. А эту «Газель» боялись даже чеченцы, и вернее это Соболь с пулеметной турелью, и говорят, что на такой машине воюют чеченские подразделения в зоне СВО. И мне очень запомнился этот брутальный огромный бронированный эвакуационный тягач «Контур» на узлах четырехосного КАМАЗа. И при этом грузовик способен эвакуировать машину массой до 45 тонн. То есть теоретически он даже способен тащить за собой танки советской танковой школы, что, если честно, верится с трудом. Но БТР утащить он вполне должен быть способен. Машина была показана на стенде Рособоронэкспорта, что намекает на ориентацию этой машины на зарубежного заказчика. И вот такой обзор военных грузовиков, представленных на форуме Армия-2024, у меня получился. А если вам понравилось мое видео, то я рекомендую подписаться и на мои каналы на любой удобной для вас площадке. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.